Интересная такая тема. Книга Миямото Мусаси «Горин no Сё». Книга «Пяти колец» — это бестселлер, многократно издавалась на многих языках мира. Она была посвящена ученику Миямото Мусаси, не вспомню имя ученика, но там очень часто звучит фраза, ученик спрашивает что-то у учителя, и тот отвечает: тренируйся, и ты достигнешь результата. Работай, и ты поймешь, о чем я говорю. И это через всю книжку. И с точки зрения восточного или азиатского подхода, когда присутствует изначально вера в учителя, наверное, это работает. С точки зрения европейского хода мысли и воспитания, нам требуется некая логика в чем-то, некая последовательность всего-всего и более-менее разжеванная. И я буквально пару недель назад смотрел один YouTube-канал, где все материалы по поводу развития человека как человека. То есть не применительно к единоборствам, а вообще как все это происходит. И люди на полном серьезе рассказывали о том, что даже у первобытных, которые фиговым листком прикрывались, была своя философская концепция. Понимаете, она была у них четко выработана, поставлена. Они, правда, не знали, что это философия, и не знали, чем они руководствуются на самом деле, но она была. Они исповедовали определенные ритуалы, определенным образом куда-то двигались и так далее. И вопрос связан с тем, что эффективность общества тем больше, чем больше человек имеет за спиной этой концептуальной основы. Если она есть, то это общество способно добиться более высоких результатов в своем развитии. И если этого нет, то пока не будет сформирована эта философская концепция, развитие общества не произойдет, что интересно. Поэтому есть две глобальные книжки одного и того же автора, англосакс, который изучал восточные все темы, называется «Японская стратегия войны» и «Китайская стратегия войны». То, что называется «Японская стратегия войны», эта книжка лежит в японских бизнес-школах как руководство к действию. Китайскую туда им просто по каким-то соображениям нет, а это лежит, они это изучают, и они рассматривают ведение бизнеса как теорию войны, военных действий. И это транслируется на все сферы жизнедеятельности того общества. И если мы возьмем сейчас, исходя из этого, уберем слово какое, даже не знаю. Нет. Нечего убрать. Хотел карате убрать, а тут карате нигде и нету. Представляете, какое обобщение? Карате-то нигде и нету. И получается, что эту схему можно перенести куда хочешь. И если у тебя есть опыт в ведении маленькой войны, ты можешь его транслировать на ведение большой. И точно так же в обратную сторону. То есть, например, для того, чтобы вести военные действия в глобальном масштабе, нам сначала нужно накопить некий ресурс, понять, какой у нас есть технический арсенал. Дальше согласиться с тем, что у нас будут боевые и небоевые потери. Понимаете, про что я говорю? После этого все-таки, взвесив все это, поняв, что больше ничего другого не остается, надо ввязываться в эту тему. После всего этого 5 стадий конфликта. Это что будет у нас? 4-я стадия.
Борьба за доминирование. Борьба за доминирование. И только потом будет решающее действие. Понимаете? То есть все абсолютно одинаково. Абсолютно одинаково. То есть с точки зрения жизни, это сейчас уже вот для молодых студентов, это подарок судьбы. Если бы мне это в свое время, в вашем возрасте кто-то даже бы не рассказал, а просто дал там какую-то методичку и сказал: на, почитай, я бы сейчас, наверное, был совершенно другим человеком. То есть мое бы развитие пошло там по какому-то другому пути, наверное.